Вид просто отличный, сон анализируют адекватно, хотя умного будильника в них нет. SPO2, уровень кислорода, мониторинг этого дела есть. Встроенный GPS от Sony, который впервые в часах от Halo, да и в принципе я считаю главное в таких видах устройств здесь на борту. Дисплей AMOLED HD, автономность в обычном использовании около 12 дней со всеми функциями, что достаточно прилично. Корпус из алюминиевого сплава с литой задней частью. Защита от влаги 5 атмосфер, 2 физические кнопки, сменный и довольно качественный приятный ремешок. Часы ощущаются достаточно легкими, на руке практически не ощущаются, носить и спать в них мне было удобно. На Аву можно загрузить свою фотографию, да, и вновь с нами Xiaomi и новенькие часы от Halo. И разумеется, я их разыграю, условия будут в ролике, сейчас подробно о них расскажу. Tube 883, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, канал без мата, розыгрыши море, читаем описание сейчас. Самый простой, это 5 Mi Band 6 серии, разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. И сегодня ультра быстрый обзор на ультра простые и в то же время классные умные часики Xiaomi Halo RC3. Начнем. Упаковка минималистичная, черная, пришла слегка помятой, но без ароматов китайской промышленности. Вытаскиваем сбоку основную белую коробку, и на мое удивление часы упакованы очень-таки презентабельно. В крышке находится магнитная зарядка и мини-инструкция на 3 языках, исключая русский. Русского там нет. Во всяком случае, пока. На данный момент понятный для меня только английский. Вообще очень хорошо сделано для бюджетных часов, подача радует. Летим дальше. Ремешок быстросъемный, удобный. Тестировал часы на себе во время сна и водных процедур. Раздражения не получил, кожа не облезла, как и часы. Спать в них комфортно. Размер девайса внушительный. 50 мм на 43 на 12,5 мм. Ремешок стандартный 22 мм. Но вес очень даже скромный. Всего 45 граммов с ремешком. Все сейчас видите на экране. По корпусу справа на торце находятся 2 физические кнопки. Неутопленный экран, конечно же, сенсорный. К сожалению, несмотря на то, что кнопки можно крутить, не несет никакого функционала, кроме как антистресса. Это вам не Apple Watch. С тыльной стороны имеется датчик сердечного ритма и магнитные контакты под зарядку. По поводу датчика ППГ могу сказать одно. Он неплохой. Это, конечно, не для быстрых переменных нагрузок, но считает пульс он в то же время адекватно. По функционалу. Меня очень порадовало, что, пользуясь плеером, можно теперь переключать не только треки, но и изменять громкость. Шаги считают они адекватно. К слову, тут встроенный GPS с датчиком от Sony. И в приложении есть карта, на которой можно отслеживать свое передвижение. Хотя для того, чтобы ее использовать, нужно будет таскать с собой телефон. Поэтому я советую просто брать с собой часы на пробежку. Потом сможете посмотреть в программе, где и как бегали. Производитель упоминает, что с включенным GPS смарт-часы отрабатывают 21 час, что в принципе маловероятно, но почти так. За час отслеживания прогулки у меня ушло 13% заряда, хотя в это время часы были также соединены с телефоном, и понятно, что заряд по этой причине расходовался сильнее, чем планировал производитель. Если же отрубить все отслеживания, кроме трека, поедают они всего по 5% в час, как и обещали Xiaomi. Дисплей AMOLED HD на 1,2 дюйма с разрешением 390 на 390 точек на дюйм. Картинка хорошая, даже если присматриваться, пикселей нет. 4 градации яркости. На солнце вам максимальной яркости будет более чем достаточно с таким дисплеем. Аккумулятор на 230 мАч обещают, что он будет жить около 20 дней при работе исключительно с функциями отслеживания сна. А вот в обычном использовании около 10-12 дней со всеми функциями. У меня за 5 дней испарилось около 30% заряда из сотни при обыденном использовании. Bluetooth версии 5.0 на борту, стабильное подключение к смартфону в наличии, часы не отваливаются. Экран, разумеется, сенсорный, а куда же без этого? Отклик отличный. Активация экрана по повороту запястьем включается с задержкой в среднем в 1 секунду, но отрабатывает всегда. Быстро пробежимся по меню. Здесь имеем статистику, сердечный ритм, SPO2 мониторинг, режим спорта, спортивные рекорды, погода, сон, уведомления, управление музыкой, вкладка «Больше» и настройки, которые включают в себя минимум изменить аватарку, яркость, информацию об устройстве, отключение и восстановление заводских настроек, и на этом все. Во вкладке «Больше» секундомер, таймер, поиск телефона, тренировка дыхания. Чтобы выходить из вкладок, достаточно нажать на одну из кнопок. Далее с главного экрана свайп вниз. Как обычно, быстрый доступ к информации о заряде батареи, синхронизации с телефоном, дате, времени и быстрому доступу к поиску телефона. Яркости, режим «Не беспокоить» и вкладка самих настроек. Далее свайп вниз, непосредственно меню. Свайп влево и вправо — это переход по одним и тем же виджетам, только с разных сторон. Активности, сердечного ритма,
ритма, мониторинг сна, погода и дыхательная тренировка. Защита от влаги 5 атмосфер, функции отслеживания плавания есть, и этому я несказанно рад. Режимов по спорту 14 штук, и по мне этого дела за глаза. От альпинизма до плавания в водоемах. Есть стандартная функция поиска телефона и тренировки дыхания. Поиск телефона показал себя отлично. Работают с Android, начиная с 6 версии и выше, и с iOS с 11 версии и выше. Вибра хорошая, будет отлично, но, разумеется, вибра топорная, что довольно забавно, но привычно. К программе, кстати, подключаются быстро, оповещения приходят моментально от всего, от чего вы настроите, и даже при заблокированном экране телефона тоже. Все-таки исправили этот недочет, и на этом спасибо. Как и в прошлых версиях, им свойственна многозадачность, но она здесь обрезана. Из секундомера без остановки вам не выйти, а вот из таймера можно выйти в основное меню и вернуться обратно. Таймер все еще будет идти. Входящие звонки можно только сбрасывать, отвечать на сообщения, как теми же Huawei Band 6, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. На звонок отвечать заготовленными смс-ками у Halo нельзя. Для использования этих часов на все 100%, разумеется, необходимо скачать приложение Halo Fun. Программа как была корявой, в принципе, так и осталась. Меню программы простое, стандартное. Из нужного это оповещение от всего и вся. Сразу можете настроить под себя весь функционал. Русский шрифт как был печальный, так и остался. Уверен, что это уже никогда не поправят, но надежда умирает последней. По watchface'ам их минимальное количество, а именно 9 штук. Главное, что можно ставить свою аватарку. Как всегда и везде можно и нужно обновить прошивку. Отдельная вкладка внизу — это спорт с картой для отслеживания и выбором режимов. И работает это дело без нареканий. GPS отрабатывает на часах свое на все 100. Цена по ссылке в описании к видео, если использовать промокод из моего телеграм-канала, сейчас во время распродажи в районе $62 с бесплатной доставкой, а с кэшбэком получится все 59. Условия, чтобы выиграть эти часы, довольно просты. Подписаться на этот канал, на канал со стримами и телеграм-канал со скидками в прикрепленном комментарии. И в комментарии под этим роликом укажите свой ник в телеграм-канале. Разыграем все, как всегда, 30 числа онлайн на стриме. Резюмирую. Первый по-настоящему достойный девайс от Halo. Наличие GPS — это, конечно, вещь. Разработчики многое пофиксили и стало значительно лучше. Да, с часов нельзя звонить, мало watchface'ов, нельзя подключить нагрудный датчик, нельзя устанавливать программы, нет перманентного изменения кислорода, только ручное, нет галереи и нет полноценной мультизадачности. Ну и меню на русском языке, разумеется, завезут, но потом. И это процентов на 99 из 100, я уверен. Хотя 1% всегда остается. Следующий обзор будет на наушники Halo W1, они однозначно вам понравятся, учитывая их стоимость. Спасибо за просмотр, подписывайтесь с колоколом, обязательно пишите в комментариях, что еще купить для обзора. Девайс сюда, добра и удачи вам, дорогие друзья!